продолжаем наш рассказ о городах, которые входили в Австро-Венгерскую империю. То есть, как мы знаем, что Венгрия входила в состав империи Габсбургов. И сейчас мы находимся в Зальцбурге. Окончательно в состав Австро-Венгрии Зальцбург перешел в 1816 году по результатам Венского конгресса, по окончанию Наполеоновских войн. Но надо сказать, что был период еще в 1805 году, когда Зальцбург переходил под власть Габсбургов по итогам Пресбургского мира. Это мир, который был по итогам проигрыша коалиции в Аустерлицком сражении. Однако потом, через 2 года, он перешел под власть Священной Римской империи, которую уже в 1809 году распустили. В общем, постоянно переходил, начиная с 803 года он переходил под власть разных правителей. Надо сказать, что до этого это было, в принципе, независимое княжество, которое было управлял им князь-архиепископ. Формально это входило в состав Священной Римской империи германской нации, но по факту это было практически независимое государство, где полнотой власти обладал князь-архиепископ, во дворце которого мы скоро побываем. В архиепископство Зальцбург перешел в 1278 году. Вообще богатство Зальцбурга зиждилось на продаже соли. И название следует из названия Зальц, по-немецки соль. В принципе, этот регион был населен еще с неолитических времен. Здесь также была провинция, римская провинция. Римляне сюда пришли в 53 году нашей эры. Резиденц-плац. Вид с террасы архиепископского дворца. Смотрим здание, допустим, 1382 года. Надо сказать, что Зальцбург почти не пострадал во время Второй мировой войны, хотя союзники его бомбили, но как бы достопримечательности не пострадали. И здесь мы видим не новодел, а вот именно реальное барочное искусство уже эпохи Возрождения. Зальцбург. Барочная столица Австрии. Центральная площадь. Даже город, родина Моцарта. И вверху вы видите замок Зальцбурга. Непременный атрибут австрийской туристического города. Попали в резиденцию архиепископа, то есть в квартал, как раз такое барочное сердце Зальцбурга. Здесь как раз осуществлялось управление землями Зальцбурга отсюда. То есть князь-архиепископ, его резиденция. Генеалогическое древо архиепископов, князей архиепископов. Вот мы пройдемся по резиденции
князей архиепископов, которые как бы олицетворяли власть в Зальцбурге и как бы олицетворяли единство кафедральной церковной власти и такой светской власти. Это проход из резиденции в кафедральный собор. Это рыцарский зал. Там княжеские покои впереди. Тут вид из рыцарского зала на площадь центральную. По большому счету это приемная была перед. Это зал собраний. Здесь были всякие политические совещания, проходили здесь. Зал ожидания. Да, это зал ожидания. Ожидание стоя. Да, да. Кисти Альтамонта. И это Александр Македонский, который разрубает Гордиев узел. Это фламандские гобелены. Здесь в том числе и Моцарт выступал. Это часы, а циферблат из шелка сделан и подсвечивался свечкой сзади, сделанная по золоту. А отец Вольфганга Моцарта был придворный музыкант князей архиепископов. Это зал для аудиенции. И тоже Александр Македонский. Очень любили князья именно власть Александра Македонского. Вот этому гобелену уже 400 лет. Паркет 1695 года. Из разных сортов деревьев. Мебель в стиле Людовика XIV. Это уже частное помещение, как бы такая комната перед официальной частью. Ну и опять Александр Великий, завоевание Индии. Здесь подготавливаются протоколы. В общем, такая секретарская комната, скажем. Сундук для монет. Это сундук для монет. Здесь деньги Ну, так, хранились. чуть-чуть от казны. Касса. Спальни князя, где он спал только в рабочую. То есть не постоянно, а когда ему по работе необходимо было остаться здесь. Здесь, кстати, умывальник. Это Надя рядом с умывальничком. Небольшая капелла, так что перед сном можно было чуть-чуть помолиться. Ну, сверху, как обычно,
Александр Македонский, засыпающий. Рядом с ним Аристотель. И вы видите в руках у Македонского шар. Как только он засыпал, шар падал в таз и будил его. То есть, чтобы такой у него недремлющий образ недремлющего царя. Так вот, проход очень интересный. Ну, это галерея. Те кисти Заносии, вот эти натюрморты цветочные. Раньше здесь картины были полностью без каких-то промежутков между собой. Все было завешено. Отличная потолочная фреска с изображением 4 сторон света. То есть, например, там Африка, здесь Европа. В общем, очень насыщенная такая. Это тронный зал. Пиршество богов. Ну, здесь Франц Иосиф, император, последний император Австро-Венгрии. Вот еще один из это князь-архиепископ. В 1816 году Зальцбург перешел под власть Австро-Венгрии, и данное помещение использовалось как тронный зал австрийских императоров. В том числе здесь Франц Иосиф встречался с императором Наполеоном III. То есть он его принимал не в Вене, а здесь, в Зальцбурге. И здесь портрет Фердинанда I. Белый зал. Здесь лепнина. Ну и тоже Александр Македонский. Кафедральный собор Зальцбурга. Мы со стороны органа. Собор выполнен в барочном стиле. Здесь мы видим орган. Здесь управление органом. Здесь хоры, на которых стоят хористы. Впечатляющий орган. Всего в соборе 5 органов. Кстати, вот на этом органе играл Вольфганг Амадей Моцарт. Другие органы впереди находятся. Я так поняла, что вон там раз, Да, два, да. 3, 4, вот 4. Да. А это 5. Да, самый большой сзади.
И еще 4, вот вы видите, по сторонам, в районе алтарной, в районе алтаря. Музыка здесь это достаточно большую роль имела в этом соборе. То были мероприятия, когда вот на этих балконах тоже были хоры и музыканты, не только сзади. Музей собора вместе с сокровищницей. Вот здесь главная сокровищница. Крест Руперта. Галерея. Здесь было собрание князей и архиепископов. Экзотические штучки. Галерея играла роль кунсткамеры. Всякие диковинности тут размещали. Развлекал князь-архиепископ каких-то своих гостей. Ну, здесь остатки, много, конечно, утрачено, но часть мы видим вот, от рыбы пилы нос, рыба-шар, стекло, какие-то черепа там, рыбы. Морские звезды, да, страусиные. То есть то, что казалось тогда диковинкой. Длинная галерея. Название такое. Вот такой барометр. Барометр и температура. Видим 26 градусов. 1888 года. На других сторонах. Здесь термограф, барометр. Влажность, видимо. Термограф это, я так понимаю, сейсмическое, хотя не готов сказать. Гигрометр, вот влажность. Университетская площадь. Вот здесь такой базарчик. Тоже вот здание там 1380, 1360. Ну вот это Брэдсли. Немецкая такая. Брэдсел, он его здесь называют. Дом, где родился Моцарт, но с другой стороны, со стороны площади, не центральный вход. Улочки уютные, с какими-то сладостями, сувенирами.
Живописная улочка. Очень много каких-то вывесок таких своеобразных. Кафе Моцарт. Тоже какого-нибудь 200-летнее. Отлично. Масонский знак. Что бы это значило? На одном из зданий рядом с домом, где родился Моцарт. Ну, буквально через 2 дома. Кстати, Моцарт вроде тоже был в числе масонов. Улочки Зальцбурга. Интересно, видимо, здесь... Ремесленники. Да, видимо, какой-то здесь подковы, что ли, делал, какой-то кузнец. Дворик, да, с ремесленниками. Ага, так. Здесь Zoom Монрей, ресторан. Christmas in Зальцбург. Давай посмотрим. Зайчики. То есть Крисмас круглый год. Но здесь не Крисмас, здесь это уже Пасха. Пасха. Здесь Пасха круглая. Да. И Пасха. Это у нас. А, здесь тоже Крисмас и Истер in Зальцбург. А, точно. Ну, здесь все. Моцарты всякие разные. Ну, тут шикарно. Половина пасхальная, половина Крисмас. Направо. А, нет, тут тоже. Ничего, что... В общем, все вперемешку. Господи, ну как это возможно бисером яйцо украсть? Ну, это какая-то... Тоже похожий магазин, как в Сантендере. Как в Сантандре, точно. Крисмас круглый. Ну, здесь шариков с яичками Ага. в перемешку полно. Прямо в этих В решетках. решетках. Можно, смотри, взять решетку, Набрать наложить себе нужных яиц и, так сказать, такая, к перевозу готов. пустые. Да нет, это не скорлупа, конечно. А это, мне кажется, из настоящей скорлупы. Нет, да, ладно, я тебя умоляю. Ну, здесь вот прям совсем смотрится, как яйцо. Тихо. Нет, мне кажется, настоящая скорлупа. Но Как это кажется? вот здесь вот. А это непонятно. Ручная роспись. Ну да, шикарно такая. И Крисмас. То ли это Санта-Клаус, то ли этот пасхальный какой-то чертик. Да, тут у них все смешалось, все в перемешку. Предлагают, просят не снимать. А, ну выключай. Вот я же говорил, тут написано реально куриный, индюшачий, гусиный и страусиный. Страусиная где? А вот страусиный. Точно. Так что все по-настоящему. Все без обмана, без обмана. Ну, продолжаем наш поход по улочкам Зальцбурга. Да. С весами. Правосудие продано. Только почему-то, да, открытые глаза. Здесь отель Рэдисон. Да что ж такое? Праздник круглый год. Опять Крисмас и Истер. А, Все в точно. одном флаконе. Да что ж То есть, такое? видимо, это тут популярная тема. Не буду. Да, также Крисман и Истер. Здесь всякие ликерчики, шнапсики. Здесь магазинчик всяких изделий, в основном деревянные. Но сегодня он закрыт. А, нет, вот. Да. Всякие разные сувенирные игрушки.
общем, сувенирных лавочек здесь великое множество. Памятник Моцарта. С юстицией сразу видно по скульптуре на фасаде. Правосудие. На одной площади со дворцом юстиции вот такой собор. Каэтанер-Кирхен. Похоже, римская католическая церковь. Ну, вот мы на прекрасной австрийской земле. Все указывает на то, что это озеро называется Хинтерзее. Хинтерзее. Воздух просто наполнен травами. Идем по вот этой зеленой стрелочке. Да, Гинтерзее. Пешая, ой, Да. пешая. 21 километр. 21, я думаю, мы осилим. Ну и здесь, Смотри, есть есть, Форт Шмидт. Есть 5 километров, а есть 22 километра. Мы Ага. по какому пойдем? По простому пути. Комары. Комары не кусали меня уже лет 10, ну если что. Да, летом в Австрии тоже прикольно. Смотрите, какие аккуратные домики в Австрии. То есть это все время как игрушка. То есть, обязательно с цветочками. И вот так вот деревеньки, которые просто радуют глаз, которые прям дают отдохновение душе. Когда ты видишь вот такое спокойствие, очень аккуратные, красивые домики, очень приветливых хозяев. Вот здесь мы видим альпийскую лужайку. То есть сейчас нет, но до этого были там коровки паслись. Прям вот альпийские луга с альпийским пейзажем. Это вообще несколько озер вместе в одной, как бы одна агломерация. И они так разделены долиной. Ну, кстати, водичка не холодная, градусов 18. Купаться. Чистейшая вода. Дно видно, и прям там глубина чувствуется такая. В середине-то серьезная, наверное, метра 3-4 будет. И здесь небольшие пляжи вокруг. Кстати, вон рыба плещется. Там пляжик на другой стороне. В общем, лепота. Вид с другого ракурса на озеро. Достаточно густой лес. Прям такой сосновый. Чаще, можно сказать. Идем по пешему маршруту, шли. И смотрим, отметка километр 300. Ну, каковы мы спортсмены? Мы в хорошей спортивной форме. Осталось еще 20 километров. Нет, мы по большому кругу не пошли. Мы еще пока что идем по маленькому. Но если такими темпами, то до завтра, может, и 20 километров дойдем. Сейчас мы посмотрим, каково это. В горных озерцах. Как нам казалось, ну, температура 20 плюс, нормально, терпимо. Ух!
Первый пошел. Жжет. Вот это глубина. Дотянулся до глубины? Нет. Ничего себе. Глубокая. Ну что ж, сеанс закончен. Водных процедур. Водные процедуры сегодня продолжатся уже в сауне в отеле. Там по тепленькой пойдем. Бодренько такая. Нет, не 18 градусов, 16. Молодец, герой. Я боюсь, там рыбы. Рыбы там меня заставят. Ну, типичная деревенька Западной Австрии. Обязательно отель, гастхаус. Долина в районе города Фейштенау, городка Фейштенау. Это примерно 25 километров от Зальцбурга. Такие сауны здесь в Австрии с видом на лес, с температурой 90. Шикарно. Тишина, спокойствие. И очень горячо. И Да, очень хорошо. Олег, вот градусник, по-моему, на стене. Ну-ка, посмотри-ка. Или там это... 90 градусов. А тут все в кроватях. Это комната отдыха после сауны. То есть можно тоже с видом на лес. Можно односпальную кровать, а можно двуспальную. Да.